Добрый день, дорогие друзья, с вами доктор Пилюк, автор книги «Больным врачам о здоровье». Меня очень часто обвиняют, что я угрюмый, что я без улыбки, без энергии как-то рассказываю про различные болезни. Я обычно говорю, ну а как вы хотели бы, чтобы я про рак еще и с улыбкой рассказывал? Ну вот нашлась тема, юморная прямо. Храп и ожиревший язык. На сайте Врачи РФ было, оказывается, как-то давно обсуждение статьи «Язык тоже может худеть». И это помогает избавиться от апноэ во сне. Апноэ – это остановки дыхания. Ну и мы попробуем изучить текст. А что же здесь внутри текста? Ученые из медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета обнаружили, что уменьшение количества жира в языке улучшает состояние людей при синдроме обструктивного апноэ во сне. Это как раз остановок дыхания во сне. Синдром обструктивного апноэ во сне – это состояние, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна, обычно сопровождаемые громким храпом. То есть про храп, помните, я говорил про храп. Основным фактором риска его развития является ожирение. В исследовании, проведенном в 2014 году, этой же группой авторов сравнивались две группы пациентов с ожирением – без обструктивного апноэ сна или с ним. Было выявлено, что языки участников с апноэ, то есть остановками дыхания, были большего размера и имели более высокий процент жировых отложений. Благодаря диете или операции по снижению веса пациенты за 6 месяцев в среднем потеряли почти 10% массы тела. На этом месте я вам хочу сказать, записывайтесь на курс «Снизить вес, укрепив здоровье», и мы дадим гораздо лучшие результаты, чем здесь за полгода. В целом показатели апноэ во сне у участников снизились на 31% после вмешательства по уменьшению веса. Ну а сейчас самое юморное. Здесь же есть комментарии. Ну и вот кто-то согласен, кто-то не очень согласен. Ну и я написал тоже комментарий, оказывается, 21 января 2020 года. Уже почти 4 года прошло. Так не проще ли поддерживать здоровье и массу тела в рамках приличия? Дарю технику. Утром перед зеркалом задаешь себе вопрос, на свинью больше похож или на человека? И как только ответ негативный, сразу необходимо проявить интерес к здоровому питанию, к метаболическому синдрому. Если интересно, как остановить жор и ожирение, я могу подсказать пару техник. Так вот, в заключение я хочу добавить, что ожирение, в принципе, как жировой гепатоз, ожирение языка, может являться маской гипотиреоза, то есть сниженной функции щитовидной железы. Ну а большой язык, как это увидеть? Можете в зеркало глянуть, если на языке есть отпечатки зубов, то это опять же один из важнейших признаков сниженной функции щитовидной железы. Если вы желаете получить консультацию, то напишите мне любое сообщение и получите мой номер телефона с WhatsApp, Viber, Telegram. Будьте здоровы!